Историю творят люди. Но на сей раз мы имеем в виду не Чингисханов и Наполеонов, не Лениных и Сталиных, а тех, кто доносит ее до нас с помощью пера и бумаги. Мы имеем в виду писателей, в широком смысле слова, то есть летописцев и историков, поэтов и прозаиков, пишущих на историческую тему. С легкой руки Пушкина Сальери стал убийцей, а с помощью Шекспира Гун Аттила превратился в чернокожего Отелло. Да что далеко ходить. Стерев неслучайные черты, нанесенные советской идеологией, мы выясняем, что еще вчера однозначные и одиозные Петлюра и Бандера не так однозначны и примитивны, что они сегодня на Украине почитаются как борцы национального движения. И таких примеров в последнее время открылось нашему зашоренному совковому взору немало. Опять же, коль уж коснулись Украины, ведь не совсем так подал нам автор Полтавы гетмана Мазепу, как того требует объективность. И в итоге классик ошибся в своих предсказаниях. Мазепа не забыт, более того, его мечта осуществилась, Украина отделилась от России и стала самостийной. Наш сегодняшний собеседник, писатель Мусагит Хабибуллин, говорит, что история России переписывалась набело 4 раза. Спрашивается, кому же верить? Каким книгам, каким авторам? В нашей сегодняшней беседе участвует известный писатель, автор популярных исторических романов Мусагит Хабибуллин. Мусагит Абы, скажите, пожалуйста, кто же истинные творцы истории? Писатели или полководцы? Цезари или Шекспиры? Ну, я думаю, и те, и другие. Во-первых, сам, допустим, Александр Македонский, Чингисхан, они совершали зло. А о них описывает их историю уже летописцы, писатели, но с точки зрения своего времени. Но Александр Македонский никак не думал, что он совершает зло. Он думал, что несет освобождение какой-то там такому народу. Завоевывает и сделает такими, какими хотели быть древние греки, допустим. Но Чингисхан тоже хотел мирно жить, торговать, допустим, и делать всех, чтобы они занимались не земледелием, допустим, жизнью кочевников. Так что вопрос сложный. Но самое главное, самое интересное, то, что писатели отражают эту самую жизнь, заново переживают, через себя пропускают историю и дают читателю. Это уже на осмысление, на философское осмысление. Но это в то же время, я думаю, что это в какой-то мере истина, потому что писательская истина, она выше даже той правды, которая когда-то существовала. Вы говорили, что история России 4 раза переписывалась, и что она создана из легенды. Как это понимать? Ну, история России начал писаться примерно с 8-9 веков. Но ведь вот таковой, как, допустим, Нестор, историк, который начинал писать, его не было, говорят, западные историки. Это просто взяли 3 брата, как все страны, писали свои с легендой, начали писать. Но историю вот эту несторовскую, более правдивую, великий Мстислав пишет, это сын Мономаха, он уже переписал историю, первый раз переписал, это первый редактор российской истории. И вот после этой редактора еще переписывал Иван Грозный и многие другие. И в советское время даже говорить не надо. А после Ивана Грозного кто переписывал? Ключевский, Соловьев. Соловьев, Ключевский, допустим. Карамзин. Первый историк, я бы сказал, что патриарх-историк российский, это Карамзин. Это крымский татарин, который обрусившийся. Он написал первую историю, и я думаю, что вся Европа знает только по Карамзину у нас, не по Ключевскому, не по Соловьеву, не по другим историкам, а вот именно по Карамзину знает вся история, наша история России, в том числе и, может быть, татар. Но Сталин тоже переписывал историю, правда, историю КПСС.
но основательные. Основательные, Более да. основательные. Да, основательные одного народа. Да. Ну, И это- одного народа, да. Но все равно это зернышко во всемирной истории. И, соответственно, из истории ничего нельзя выбросить. Невозможно, потому что есть история того или другого народа. А это, тот или другой народ, соприкасаясь с другими народами, тоже входит в эту историю. Ну, допустим, как Волжская Болгария в свое время, и Казанское ханство, и Республика Татарстан. На мой Это- взгляд, наиболее объективную историю написал Лев Гумилев. Вот Описывал. описывал, да. Вот цитата из Древней Руси и Великой Степи его. Мгм. Пушкин писал: России определено было высокое предназначение. Ее необозримые равнины поглотили силу монголов и остановили нашествие на самом краю Европы. Варвары не осмелились оставить у себя в тылу порабощенную Русь и возвратились в степи своего востока. А так ли это? Действительно ли существовала угроза монгольского овладения Европой? В XIX веке всеми учеными и публицистами предполагалось, что из Азии пришли неисчислимые полчища, давившие все на своем пути численностью. Теперь-то мы знаем, что монголов было около 600 тысяч человек, а армия их составляла всего 130-140 тысяч всадников. В это время на Руси жило около 6 миллионов жителей. Население Франции приближалось к 20 миллионам. Столько же в Италии, Германии, а в Англии 3 миллиона жителей. В XIII веке опасность для Европы была скорее психологической, чем реальной. Но публицисты и мыслители XVIII-XIX веков фантазировали о предмете, который занимал их, но которого они не знали. Поистине, теория спасения Русью Европы была непонятным ослеплением, к несчастью, неизжитым до сих пор. И Гумилев, в конце концов, делает вывод, что вообще ига не было. Вообще не было ига. А Русь все время противостояла Западу. И где-то монголы, тюрки помогали в этой борьбе с крестоносцами. Ну, давайте вернемся к религиям. Все-таки война во все времена начиналась с точки зрения религии. Моя религия, моя власть, моя правда. Ну, допустим, христианская религия уже в XIV веке полностью разделяется на две части, на католическую и на православную. Да. И война шла уже между, так сказать, европейцами. И они стали, ну, Древний Рим, допустим, Римская империя бывшая, нападать на Англию, на протестантов, и на православных, на Византию, в том числе на Русь. Соответственно, вот на Русь уже Русь захватывает Византия, Русь. Вот. А православная религия, соответственно, воевала уже Европа до прихода монгол. Потом разобщенность княжества России, как такой России ведь еще нет. Руси. Руси, Древней Руси. Вот. А России нет еще. Это мелкие княжества, между собой они воевали, полян приглашали, чтобы подавить от них других. Так. Вот Гумилев как раз об этом пишет. Вот в это время появляется как бы даже на спасение, что ли, это монголы-татары. И появляются, и они как бы спасли в то же время, как Россию, как и Европу спасли от нашествия католической церкви на восток. А в религиозном плане они были терпимы, ведь они не уничтожали Да, они куда веротерпимые, Да. да, монголы, татары, куда веротерпимые. Но в то же время ведь надо честно сказать, что Батыхан был христианином, но несторианцем, то есть восточного толка, да? Несториан был такой ученый в виде Христоса даже, так? И вот это восточного толка, они христиане, он крест носил. А христианство принял он у уйгуров, ученых уйгуров. В то же время, когда захватил Батый Булгар, видимо, у него были какие-то взгляды, поменял он свой взгляд на мир.
на объективный мир, на религию, на прочее, он стал действительно веротерпимым, как христианская религия, потому что и Россию стал завоевать княжество за княжеством. И видите, там христиане вроде бы своя религия, своя правда. Исламская религия у болгар, своя религия, своя правда. Вот. Он же позволял церковь строить. Он позволял, он дань не брал из церкви, никакой освобождены от всяких налогов. Мусагид Мударисович Хабибуллин родился в 1927 году в деревне Абдрахманово Абдулинского района Оренбургской области в семье земледельцев. Биография его богата и интересна. Начинается она в родном ауле, где он естественным образом пошел по следам отца-земледельца. Затем он пробует себя на одном из уральских заводов токарем, добывает нефть в Башкирии. Вернувшись в родные края, работает шофером, инженером-механиком, газетчиком в районной прессе. Служит в военно-морских силах во Владивостоке. Профессионально играет в футбол. Оканчивает сперва индустриальный техникум в Магнитогорске, а затем Казанский университет. Преподает в одной из школ Таджикистана историю и постепенно подбирается к литературному творчеству и к исторической теме. Отдал он дань и деревенской, и промышленной, и любовно-психологической прозе. За роман «Водовороты», поднявший проблемы колхозной деревни, Мусагид Хабибуллин получил Российскую литературную премию имени Горького. Это уже во времена его многолетнего секретарства в Союзе писателей Республики. Но главная его сила – исторический роман. Повествование об истории нашего народа со времен Аттилы и Кубратхана. Сегодня пишущая машинка писателя отстукивает вот уже 6-е историческое произведение. Над романом «Кубратхан» начали работать где-то лет 30 назад, да? Да, лет 30-35. Я стал собирать материалы. Это было не просто бесперспективно, но и, по-моему, где-то опасно, криминально, да? Я бы сказал, в то время еще эта тема не закрытая, в то же время не совсем открытая. Я после окончания университета поехал в Таджикистан, где преподавал в школе историю. Вот. И когда стал понимать, мы изучали, оказывается, историю только одного народа, русского народа. И не было других историй вообще. Я живу в Республике Таджикистан, когда союзная республика, их истории тоже нет там. Что делать? А в классе учились как таджики, узбеки, украинцы, русские, татары, кого только не было там, киргизы, казаки тоже были даже. И вот я думаю, что у каждого народа есть своя история. Особенно стал задумываться о народе своей истории, о татарском народе. Я стал собирать там, именно там, в Средней Азии, стал собирать материалы о татарах. И много нашел. Оказывается, там кое-что сохранилось. Здесь были уничтожены, а там сохранилось. И оттуда много материалов я привез. Но в то же время наткнулся в одно это Кубратхана. И начал искать источника. Где же источники? Древневизантийские истории, трехтомник, это нормально, все там описывается. Оказалось, там Аль-Харазми много списал о них, о Кубрате, о Ираклии, императора, понимаешь, у него хронология у него есть, и других ученых. Вот. Я стал изучать Ибн Хальдуна и других восточных ученых и пришел к выводу, что наша история, оказывается, очень большая и древнее, чем русская даже история, российская история. Вот. Тогда я встретился в Ленинграде, встретился Лев Николаевичем Гумилевым, и он меня встретился из Союза писателей. Из Татарстана, да, это потомок Кубратхана мне сразу. Да? Я преподавал историю, вернулся, мне это ошеломило это дело. Я говорю, как потом Кубратхана? Вот я, кстати, я приехал в музей, а Эрмитаж мне вот туда не пускают. Я говорю, так, ну ты путевку возьми, я тебя поддержу. Позвоню Петровскому, это отец Петровского, который приезжал тогда генеральным директором. Вы к сокровищам хотели попасть, Кубратхана? Да, к сокровищам посмотреть, убедиться, действительно ли так. Ну, может быть, я думал, что там что-то есть еще из письменного материала. Вот.
И, значит, таким образом он меня подбодрил. Говорит, да, существовал такой хан, это бери, пиши. Это первый хан, который построил в Восточной Европе государство, свое государство. Знаешь, что такое государство? Вот он меня подбодрил. С Картавием таким он говорил, очень приятный человек, он мягкий такой. Он мне очень понравился. И я взял путевку, пошел в Эрмитаж. Это уже на третий день. Пошел, мне не больно-то пускают туда. Я сказал Петровскому, этому, он уже старик был, глубокий старик, я говорю, вот я с Гумилем. Говорит, да-да, Олег Николаевич, ну тогда, если вы ученик, говорит, пожалуйста. Мне, конечно, пустили, дали мне гида. Но пустили не в Эрмитаж, а ведь сокровища Да, не были сокровищем. В выставлены. Эрмитаж, пожалуйста, входи так. А именно сокровищем, которых в подвалах, Да, которых еще никому не запасники, да. показывали. Ведь это сокровища найдены в 1912 году. До сих пор их скрывали, никому не показывали. Надо сказать, что вот, самое большое богатство Эрмитажа это вот это сокровище Кубрата. Там богаче, дороже этой сокровища нет. И не найдешь. Тот, кто из-за границы приезжает, прежде всего вот это смотрит. Но они никому не показывали. Почему? Потому что они думали, что там это славянский вождь. Это предметы, тем более на Украине найдены на Украине под Полтавой славянского вождя. Но когда стали докапываться, оказывается, совершенно Кубрат-хана, потому что на тюркоязычного и нашли его кольца, которые подарил император Ираклий, и там прочитали все это, и были там, защитили это монографии. Я взял монографию Львова, многих других. То есть это Кубрат-хан перечеркивал написанную на белой историю. Да, вот историю. Он как бы вклинивался в эту историю и разрушал. Вот начало, ну, о чем хотели бы они, придержав дальше, о чем написать, найти такого-нибудь вождя там, славянского, и, возможно, они протолкнули бы в историю эту историю еще. Но оказалось, что вот времена меняются, и вот объективная история, вот сейчас уже мы в Казани видели сокровище Кубрат-хана. Я тогда видел через 20 лет тому назад, я настолько был обрадован, думаю, что обрадовался. Почему? Потому что он по существу существовал. Жил такой человек. А впечатление какое было? Впечатление было такое радостное, просто окрылился, понимаешь? Я напишу этот роман. Не сомневался там. Но когда я написал этот роман, это было вот, мне все сказали, зачем тебе это опять это ханы? Начали писать, мол, не надо этих издавать, этой книги, о ханах писать достаточно, сколько можно писать, хватит, в советское время это было. Да. Но, однако, издали, правда, некоторыми сокращениями на татарском языке. Я вот читал и на татарском языке, и на русском, и заметил, что русское издание вот в Москве вышло. Более полное, более объемистое. Вот с татарского сокращенное я туда добавил, и все это отправил переводчику. Он очень обрадовался, говорит, стал полнее книги. Переводчик тоже хороший. Где вы переводчик, переводчик Валентина Тублина меня рекомендовал опять-таки Лев Николаевич Гумилев. Он говорил, вот есть, он сделает, он знает, лучше бери его. И вот. И я позвонил, когда Валентину Тублину, он согласился, и мы встретились, и таким образом. Притом, эту книгу, прежде всего, пришлось мне отдать в институт, для того, чтобы институт СССР восточных народов. На историческую экспертизу? Да, на историческую экспертизу, в полном смысле этого слова. И они прочитали, сказали, что пойдет. И вот таким образом эта книжка вышла. И вот. И Кубрат-хан, когда привезли сокровища Кубрат-хана сюда, до этого с меня взяли, конечно, чтобы я не больно болтал, об этом не больно говорил. Вот, когда вот привезли сюда, я посмотрел и убедился еще раз о том, что я правильно сделал в свое время, что написал эту книгу, потому что это наша история наших прадедов, истории татар. В одной из наших бесед вы как-то обмолвились, что Киев назывался Шамбац. Ну, это
Константин Богонародный говорит, это император бывший еще империи, Византийской империи, он историю писал для своего сына о том, как руководить империей. Вот здесь он говорит о том, что в древности Киев называли Шамбатас, а Шамбат был родным братом Кубратхана. Вот это говорит, что какая-то была связь. Ведь в Киеве жили как славяне, как тюрки. Вот. Они вернулись с Европы после Ателлы несколько веков, и они вот здесь осели, остались. Кубраткан вернулся вот в Азовское море, там около, а верхнюю часть занимал, значит, вот это Шамбац. Но в то же время Юрий Олейник, археолог украинский, он мне говорит о том, что он как-то, когда возвращались с Европы, Кубраткан своему брату сказал: Киев, значит, Киев, оставайся здесь, отсюда Киев. Ну, это версии, я думаю, что древние тюрки называли Киев-Кала, и Куян-Кала называли. Ну, это, наверное, разные версии. Но вот то, что вот в источниках есть Шамбат, это значит действительно, вот это, наверное, древности называли это. И... Шамси Башту, допустим, Шанказа Дастанин, да. Имеется тоже вот Шамси Башту, напоминает о том, что называли Куян-Кала, когда-то Шамси Башту в поэме вот, Шанказа Дастанин. Когда я в Казани ходил смотреть на сокровища Кубратхана, то многие посетители вот удивлялись, почему, допустим, Кубратхан и на Украине. То есть какие-то вот сомнения вызывало. Ну, это очень Сейчас просто. вроде бы уже... Ну, Украина уже... Ну, дело в том, что вот... А почему же Аспаруховская орда уходит именно туда, в ту сторону? Потому что их земля была это. Сын Кубратхана. Сын Кубратхана. Почему уходит после смерти отца туда и там остается... родину. Да, на родину фактически. Так что это их земля была. Ну, если сейчас поменялось то что-то, это ничего не значит, что там могилы нет. Ну, Кубратхан был, значит, царем великих булгар. Да, Потом у него сколько сыновей было? У него 5 сыновей было в источниках, так остается. Но главные в истории, которые вошли сыновья, Бадбай, который остался, наверное, древний Кипчак, и оттуда, на месте, где он жил. Вот. Полян, потом полянами назовут русские. Вот. А второй сын, Кодрак, значит, уходит на Волгу, сюда создает как бы основу. Балкары вот тоже созвучно. Булкары, это его 4-й сын. А 3-й сын, Аспарух, уходит на Дунай и создает тоже свое государство. Значит, у него еще один сын, Аслан, который Ираклий, император, взял его в свой дворец, учился, он принял христианство, стал Александром и больше не вернулся на родину. Вот такие источники есть всякие. Где-то можно в источниках найти вот о их сыновьях. Значит, основателем волжских булгаров является Кудрак-хан. Это его второй сын. Но у него говорят, что несколько жен было. Я не думаю, что признавали наследство только от первой жены, сыновья рожденные, как у Чингисхана. Если Джучи хана было там десятков сыновей, это не значит, что они все должны были правителями быть. Но в вашем произведении каким-то образом, значит, Кубратхан, главным героем становится приемный сын. Но дело в том, что это может быть немного частично писательская фантазия. В то же время в этом истории Византии я написал, что у него были приемные сыновья. Вот. А упоминается имя? Да, упоминается. Имя не упоминается, я это уже сам имя дал. У него были приемные сыновья. Ну, достаточно, наверное, для писателя, чтобы там на это взять как основание. Как имя? Борис? Ильборис. Ильборис. Да, Ильборис. Вы как-то начинаете с него и заканчиваете им? Заканчивается конец истории. Ну, кроме Кубратхана, ведь я начал писать историю своего татарского народа. Я никак не мог оторваться от этой истории уже. История волжского народа. Вот. У вас 6 романов? Да, 6 исторических тем романов. Первый роман
Кубратхан, Кубратхан. был написан. Далее. Ильчигай Улемюк, Мгм. значит, послу нет смерти. Мгм. Вот. Потом идет Шайтан Каласы, это вот Елабуга, это рядом Мгм. Шайтан Каласы. Потом идет, значит, Ханунага Хансияр, вот. Идет Аллаху Буляге, идет Батыхан Хамлейля, вот из романов, которые написаны. Сейчас я работаю над романом Атилла. Я все-таки пришел к выводу, что это наш прадед, это наши тюрки с Урала, с Яека ушли, так и историки пишут. Ну и- Почему же все западные историки, даже древние, пишут о том, что это Атилла хан, а у нас никак не пишут даже в истории Атилла хан. Мгм. Невозможно этого делать. Значит, он был ханом. Если пишут Мюллер и другие историки, многие другие западные, Иордан пишет хан, почему я не должен писать его ханом? Ну, Значит, мне он- интересна ваша версия, что Отелло взят с Атиллы Шекспиром. Ну это очень просто. В Европе же другой Атилла не было. Откуда он? Что, с неба упал, Ну, что а ли? он же Как чернокожий. Карамзин говорит. У Шекспира чернокожий. Но это уже вот фантазия писателя. Вот это уже его, так сказать, взгляд. И живет на Кипре. Да. И, возможно, нельзя было даже ему это показывать по-другому, потому что Атиллу не только зауважали, уважали там, потому что многие, которые с Аттилой пришли, там остались. И, возможно, даже ему запрещали бы это такое дело. Это, ведь пол Европы это все-таки гунны, тюрки. И потом они сейчас возвратились, сейчас там остались. Ну, древние Венгрии, сегодня Будапешт, это же тоже вместе хунны пришли с Аттилой, там остались, создали свое государство. А вот в Дакию, там чуть ниже, вот это была уже столица Аттилы. В его стане как раз был Приск Панейский, это писатель, византийский посол. И вот он описывает, как он был в стане, в городе, он всегда деревянный, очень красивый город, в столице Аттилы, видел его жену, гостил там у нее. И, в общем, все это об этом очень тончайшим образом описывает. Даже ему большое спасибо. Аттила – это наш прадед древних тюрков, гуннов, татар. И мы очень большой древней истории народ. Вот. Если мы сейчас какое-то время уже начали восстанавливать свое государство, это не значит, мы должны действовать как наши прадеды. Мы тысячи лет, вот Шамбац вернулся со славянами, с турками, создал Киевский город, да? И вот с этих времен, с древнейших времен, мы соседствуем с русским народом жили и сейчас живем. Наверное, говорят, что мать и соседа не выбирают. Но кроме вас, кто-то еще из историков или писателей говорил о том, что Аттила и Отелло это одно и то же лицо? Но опять-таки вот у Гумилева я, Лев Николаевич как-то задал, я говорю, а раз Кубратхан наш, Аттила кто? Ну, говорит, Аттила ваш, зачем, а какой может разговор? А кто, из кого же должен писать Шекспир взять образ? Больше Это имя? Больше неоткуда. ни с кого. Найдите в истории хотя бы одного Аттила, не найдете. Вот он так меня убедил. Мухсатабы, по-моему, все-таки историческая тема несколько ограничивает писателя в фантазии, в размахе, в разбеге, в полете. Мне кажется, все наоборот. Я даже летописные источники читаю через строку. В строке, между строками есть что-то, которое не дописали. А вот я дописываю до тонкости, зная о том, что именно так было, он не мог сказать. В свое время каждая идеология запрещала что-то говорить. В советское время тоже можно было что-то сказать, но скрывая между строками что-то. Понимаете? Вот это, наверное, как раз писателю дает большую фантазию. В то же время написанная книга всегда имеет больше правды, чем источники, которые там где-то написали только истории. Потому что большая убежденность
убедить человека, именно убедить через характеры, через образов, через динамику, убедить о том, что именно так было. Вот это уже, я не знаю, это Богом, наверное, дано что-то такое. Но с годами почему-то к прозе не клонит, а тянет к точной истории. Уже беллетристика не так воспринимается. Ну, я вот что убедился. Мемуары лучше Я понимаю. воспринимаются. Я очень понимаю, но в то же время я преподавал в школе истории, отлично понимал, что я, когда у детей спрашиваю историю, они ничего не знают и не отвечают. Читали такую книгу историческую, читали, рассказывают. Ага. Потом я убедился, оказывается, надо внушить ребятам именно через художественную литературу. Через прозу. Там больше правды, через прозу. И они больше правды, они больше запоминают и рассказывают об этом с легким сердцем. А истории, цифры и разные, это для них, возможно, даже не совсем интересно. Вот что я понял. И почему я и начал писать историю своего народа. Я думаю, что когда-нибудь убедятся все, потому что недаром Наполеон говорил, я изучил историю через художественную литературу, через исторический роман. Мустай Табе, вот вы на монгола не похожи и на булгара. Наверное, у вас угрофинские корни. Но я бы не сказал так. Я вам сказал, что древние персы называли некоторых тюрков белыми тюрками, ифталитами. Белые тюрки, голубоглазые тюрки. Вот. Значит, среди тюрков было и голубоглазые, белые тюрки. Они же в истории, даже персидская история, куда древнее, чем европейская. Я оттуда взял, и я думаю, что были белые тюрки. Мне вот, допустим, прадедом мне прозвище дали – Тахар. А Тахары – очень древний народ. Его называли Тахаром. Я не знал тогда, зачем его называть Тахаром. Вот так. Белые тюрки были, и они в истории есть. Белые тюрки мы вот по Волжье жили. Мустай Табе, вот вы пишете о сильных мира сего. Но я заметил, вот в своем большинстве они сентиментальные люди и очень тянутся к поэзии. Я недавно интересный сборник листал, и в авторах там Карл Маркс, Фридрих Энгельс, Ленин, Сталин, Мао Цзэдун, Хо Ши Мин, Муссолини, Гитлер, Лукьянов, Андропов. Но что объединяет их, это графомания. Все-таки это не истинная поэзия. Ну, сильные мира всего забывают о том, что Богом дано такой талант человеку, не каждому. Им кажется, если они правят миром, то они и поэзией править могут. Могут. Но в то же время каждый молодой человек, когда-то говорили древние, что если 17 лет молодой человек не пишет стихи, надо показать его доктору. Так вот, соответственно, наверное, пытается даже 57 лет написать какие-то стихи. Мустай Табеевич, как сейчас вот поживают писатели? Каково ваше общение? Не чувствуете ли вы там стесненности, ограниченности в своем творчестве, выходе в свет? Так, особенно не чувствую такой стесненности, ограниченности, но в то же время меня одно дело радует. Вот мы создали пен-клуб, так, а вот наши писатели, татарские писатели, стали выходить на мировую арену. Они стали общаться с мировыми литераторами мирового значения, так. Но ведь в России вот в данный момент создано всего 2 пен-клуба, российское и татарское. К этому надо просто радоваться, я думаю, что мы со временем поймем, не все понимают, если поймем, потому что это единственная возможность выйти на мировую арену. Допустим, для того, чтобы издать на моем языке или мое произведение на каком-то языке, я должен был через Москву, через огни и воды пройти. В данный момент это пен-клуб даже мне в какой-то мере спасение для литераторов Татарстана, потому что я думаю, что в будущем мы будем выходить нашим произведением на мирового читателя. Интересен взгляд Петра Капицы на Ломоносова. Нет-нет, дорогие телезрители, мы от темы не отвлеклись. Да, Ломоносов талант, да, гений. Он должен был стать крупнейшим мировым ученым, но не стал им.
Его открытия не оказали влияния на мировую науку. Петр Капица обратил внимание на отсутствие у Ломоносова живых контактов со всемирной научной общественностью. Ломоносов не имел возможности ездить за границу, включаться во всеобщий научный процесс. Наука, культура, литература – звенья одной цепи. И литератору сегодня мало быть талантливым или даже гениальным. Ему нужен выход из границ своего языкового пространства. Писателям, артистам, художникам, композиторам, как и ученым, нужны внешние связи, необходимые свежие ветры мирового простора. И Мусагит Хабибуллин, безусловно, прав. Вступление наших литераторов во Всемирную ассоциацию писателей, Международный пен-клуб и участие в мировом литературном диалоге – это большое дело. Здесь он прав по всем статьям, и как писатель, и как историк, и как ученый, пусть и без степеней. Возразить ему трудно. Лишь в одном Мусагит ага допустил неточность. Не российский пен-центр, а русский. Да, в России всего 2 пен-центра, входящих в Международный пен-клуб. Русский, не российский, базирующийся в Москве, и татарский, обосновавшийся, естественно, в Казани. Что интересно, я не так часто вижу писателей в Национальной библиотеке Татарстана. А говоря о вас, такое впечатление, что вы там не записаны, а прописаны. Ну, я в Национальную библиотеку очень часто хожу, потому что я историк, можно сказать, писатель на историческую тему. Без этого нельзя. Даже вот иногда мне бывает так, вот пишу что-то, да, засомневался о чем-то, я иду в библиотеку, нахожу там картотеками, сижу, мучаюсь, нахожу эту строку, единственную строку, убеждаюсь, возвращаюсь домой с такой окрыленной, понимаешь, это очень важная библиотека. Без библиотеки мне невозможно жить, потому что все книги я собрать не могу, несмотря на то, что у меня много книг. Вы пользовались источниками многих народов, многих стран. Вот какие вам показались наиболее объективными? Китайские, восточные? Самые объективные, я считаю, самые объективные писали. Все равно они в какой-то мере не объективные, у них своя идеология, китайские источники. Потом в какой-то мере более лиричные, более, так сказать, даже поэтичные, это персидские источники. Затем вот западные. Я пришел к выводу, именно начинать надо с китайского. Потому что до нашего века, до нашей эры еще они зафиксировали свою историю тюрков, которые по соседству жили. Один уважаемый мной английский писатель говорил, что, принимаясь за хорошую книгу, надо спросить себя, готов ли ты трудиться как австралийский старатель, засучены ли твои рукава, тверд ли ты духом. Что бы вы пожелали нашим читателям и телезрителям, принимаясь за хорошую, за толстую, основательную книгу? Что я могу предложить? Что я могу предложить своим читателям? Кто бы он ни был, правитель, обыкновенный учитель или же рабочий, он должен читать исторические романы. Потому что, зная историю, непременно войдет в эту жизнь более обновленной. С пониманием относиться будет. Тем паче уже учителям. Не читая историю, художественную литературу, исторические романы, невозможно преподавать. Я преподавал сам в школе, я знаю, что это такое. Я читал многие исторические романы, когда я об этих романах начинаю рассказывать, дети уши вот, навострять уже слушают. А так вот об учебниках никак. Поэтому очень важно, чтобы люди знали историю своего народа, а через художественную литературу. Наверное, Мусагит ага Хабибуллин безгрешный человек. Для записи нашей передачи в череде беспрестанных дождей Аллах ниспослал нам погожий солнечный день,
и мы вдоволь погуляли по старому парку, усеянному осенним золотом, но не наговорились. Продолжили разговор в тепле и уюте у камина в Национальной библиотеке. Мусаид Ага человек, как говаривали в старину, беседливый. А что может быть приятнее неспешной беседы с добрым, знающим человеком у живого огня, который испокон веку поддерживался не только дровами, но и с душевным словом.